Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Жара хуже мороза. Восточная Европа снова остается без электроэнергии. Венгерская АЭС Пакш и черные воды в Румынии остановят из-за засухи. Борис Леонидович, а что с АЭС и спасет ли ВИА старушку Европу? Ну, давайте не про старушку Европу, давайте про Дунай. Он у Венгрии и у Румынии один. В нем засуха, вот, что румынская атомная электростанция Черноводы в составе двух энергоблоков Канду-6, Канду Канада, Д, дейтерий, У, уран. Тяжеловодные реакторы без обогащения урана, то есть на природной руде. Прямоточное. Прямоточное охлаждение. Мы берем выше по течению прохладную воду, прогоняем ее через второй контур, то есть наведенной радиации там и в помине нет, но после теплообменника теплую воду сбрасываем ниже по течению. Ну, как бы в то время, когда проектировали, может быть, и было нормально. Сейчас ситуация повторяется. Это не первая история, кто бы что бы нам не рассказывал, что мы первый раз на такое наткнулись. В 23-м году было ровно то же самое. При этом любят почему-то считать электрическая мощность одного блока Канду 6-700 мегаватт. Вот, значит, надо охлаждать. Проблема именно в этом. Но тепловая мощность одного реактора 2180 мегаватт. Значит, электрическая мощность из них 700. Грубо говоря, часть энергии забрали тепловой, вот те самые 700 мегаватт, 1500 мегаватт с блока остались. Именно этот объем тепловой энергии должен быть отведен от отработавшего в турбине пара через конденсатор. Это тепло и сбрасывается в Дунай. То есть дело не в 700 мегаваттах, а в 1500. От двух блоков, простите, 3000 мегаватт тепла должно уходить в Дунай. При той температуре, которая в Дунае есть, это уже было бы запрещено наверняка, потому что ограничение 28 градусов, если вы добавляете теплой воды, то вы просто убиваете всю экологию в реке и все. Вот заборное сооружение на канале Дунай-Черное море, которое специально проектировали под нужды атомной электростанции Черноводы, рассчитано на 54 кубометра в секунду на один блок. Вот изначально эту атомную электростанцию проектировали в составе 5 блоков. Не получилось по той причине, что Совет экономической взаимопомощи прекратил свое существование, Чаушеску прекратил свое существование, в общем, денег не стало. Чаушеску унес все с собой. Ну, деньги нашли, достроили, молодцы. Но еще раз, 54 кубометра в секунду расход воды на один блок. Два блока, 108 кубометров в секунду. Не в минуту, а вот конкретно в секунду. В 23-м году уже была проблема. Тогда был минимум стока Дунай, 1650 кубометров в секунду. Этим летом, пока до этого рекорда еще не добрались, но 1700 кубометров в секунду против обычных почти 3000, ну, мягко будет сказано, много. Много не хватает, то есть не получается. Радиационной опасности никакой нет, но если вы не можете сбрасывать тепло, значит, вы не имеете права работать на полную мощность. Надо приостанавливать. При этом, что характерно, проект строительства третьего и четвертого блока один из немногих в Европе, который действительно согласован, получил одобрение, почти готово финансовое решение, государственный регулятор одобрение свое дал. При этом то, что есть в открытых документах, проходили и общественные слушания, и оценка регулятором CAN, по-румынски не повторю, оценка воздействия на окружающую среду. И известен вердикт государственного регулятора. Поскольку река Дунай способна обеспечить требуемые расходы для охлаждения, работа контуров охлаждения осуществляется по открытой схеме, в скобках, прямоточной. Что мы наблюдаем? Воды Дуная не хватает для охлаждения двух блоков. Но по тому же проекту намерены строить еще два.
Может быть, я что-то не понимаю в румынской логике, в логике многоуважаемого госрегулятора, но я ее здесь не вижу. Если бы ситуация нынешнего лета была единственной, в 2023 году это было. Это повторяется. Срок эксплуатации атомных блоков на базе реактора Канду 60 лет. Как вы можете закладываться на то, что в течение следующих 60 лет Дунай будет вести себя так, как вел себя обычно? Ну, 23-26 год. Подряд две ситуации, тем не менее, госрегулятор одобряет строительство блоков еще двух. То есть еще 2 раза по 1500 мегаватт тепловой энергии надо отводить. Мне этого не понять. Может быть, у госрегулятора еще есть возможность заставить проектировщиков либо сухую градирню, либо мокрую градирню в проекте предусмотреть. Но пока все это выглядит достаточно странновато как-то. Но в числе пострадавших сейчас неизбежно оказывается Молдавия, или как она там себя называет по-разному, после того, как фактически перестала работать на проектную мощность Приднестровская ГРЭС, Молдавская ГРЭС, как угодно ее называете. По итогам прошлого года те отчеты, которые предоставило правительство Молдавии, в зависимости от поставок из Румынии 60%. И вот сейчас летом, когда точно такая жара, как в Румынии и в Молдавии, будет то, что будет. Что это означает для энергосистемы в Румынии? Ее назвать энергодефицитной нельзя. Там режим 50-50. Один год 3 миллиарда киловатт-часов экспорт, следующий год приблизительно такой же импорт. При этом, если смотреть на последние годы, видно, что снижается именно выработка на гидроэлектростанциях. Ну, пересыхает Дунай летом, ну, ничего не сделаешь. Так что это означает для Румынии? 20% генерации – это атомная электростанция Черноводы. Отключаем, значит, ищем, где взять эти 20%, либо кого-то начинаем отключать. Либо население, либо промышленность. Либо то и другое вместе. Какое решение будет принимать руководство Румынии, мне неизвестно. Смогут ли сейчас соседи по региону предоставить необходимый объем электроэнергии, сказать сложно. Погода там одна на всех. Что такое жара в Европе? Ну, и достаточно очевидные вещи. Это антициклон. Скорость ветра стремится к нулю. Ветроэлектростанции прекращают генерацию. Дунай обмелел из-за засухи, соответственно, снижается выработка на гидроэлектростанциях. Вот, собственно говоря, вся конструкция. Переходим к самому главному, к нашему здоровью. Если, друзья, у вас хронически болит шея, поясница или спина, то это вас спасет буквально. 10 лет назад челябинские неврологи под руководством Юрия Карюкалова разработали эффективную методику от боли в пояснице, спине и шее под названием Кордус и Саркус. Методика эффективна в борьбе с такими патологиями, как остеохондроз, спазмы мышц позвоночника, межпозвонковая грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз, вдовий горб и другие. В отличие от многих массажеров, аппараты получили медицинскую сертификацию в России и за рубежом. Спросом они пользуются почти в 50 странах. И, кстати, у них нет аналогов. Тренажер Кордус работает как ваш личный остеопат. В основе принципа действия глубокое расслабление околопозвоночных мышц. Практика мануальной терапии. Подходит для всех участков позвоночника, поясница, грудной отдел, шея. Вершины этого тренажера под весом вашего тела, это называется гравитационная терапия, погружаются на 2-3 см вглубь и давят на зажатые мышцы. В результате спазм снимается, мышцы расслабляются, боль уходит. Кордус лучше использовать в паре с Саркусом. Аппарат идеально разгрузит зоны крестца и поясничного отдела позвоночника. Особенно актуально для людей с малоподвижным и сидячим образом жизни. Эту безопасную методику применяют и рекомендуют даже олимпийские
чемпионы. Сейчас еще действует супервыгодное предложение от бренда, которое можно использовать по максимуму. При покупке комплекта тренажеров на сайте вы получаете 3 консультации врача-реабилитолога и комплекс эффективных упражнений по методике в подарок. Кому актуально избавиться от боли в спине без дорогих мазей и уколов, оставлю ссылку на все аппараты Cordus и Sarcus в описании к ролику. А по моему промокоду на экране вы получите еще и скидку до 5000 рублей за комплект. Теперь, что касается Венгрии. Здесь все еще интереснее. Атомная электростанция ПАКШ, она без номеров. Вот то, что строилось в 70-е годы. 4 блока ВВР-440. При этом общая мощность 2000 мегаватт. Это не чье-то изобретение, это база данных МАГАТЭ ПРИС. За годы минувшие в тесном сотрудничестве венгерские и российские специалисты сумели нарастить мощность. 4 по 440 должно быть 1760. То есть, грубо говоря, 250 мегаватт добавили за счет того, что более продвинутое топливо, ТВС-2М. Надеюсь, это никому ничего не говорит, но тем не менее. Точно так же, как в случае с румынской атомной электростанцией, прямоточное охлаждение. Холодную воду взяли выше по течению, ниже по течению сбросили. Ситуация точно такая же. Не хватает воды, слишком горячая вода идет вниз по Дунаю, нужно останавливать. Для Венгрии это, на мой взгляд, ближе к действительно ЧС. Энергозависимость от соседей у Венгрии 25%. При этом генерация электроэнергии на ПАКШ – это 50% всей генерации в Венгрии. То есть уйти независимость на 25%, а своей электроэнергии будет хватать на 25% спроса. Причем я пока еще не нашел данные, вырос ли спрос сейчас, но обычно, когда температура подбирается к 40 градусам на улице, спрос растет. Людям хочется дышать не через раз, а постоянно. Вот такая ситуация для них. Как они будут решать? Понятно, что есть энергопрофицитная Словакия, где только что включился новый атомный энергоблок на станции Моховцы. Может быть, они смогут выручить. Но это только в том случае, если в Словакии все в порядке. Ну и теперь о том, что вызывает, я даже не знаю, как это сказать, не очень здоровое удивление. Вот так, пожалуй, сформулирую. Что такое мокрая градирня, надеюсь, никому объяснять не надо. Высокая башня, разбрызгивается вода, естественная тяга, вода поднимается вверх, потеря тепла при испарении максимальная из того, что нам разрешает матушка физика, поэтому все в полном порядке. Мокрая градирня, но это только название, градирни как таковой там нет. Работает она в таком же режиме, водители, надеюсь, поймут, как радиатор в автомобиле. Водно-воздушный обменник, трубы, которые выполнены с ребрами, с тем, чтобы площадь контакта была побольше, внутри труб горячая вода, воздух охлаждает воду, вода подается обратно. То есть, во-первых, это замкнутый контур. Вода во втором контуре никуда не исчезает. То есть, она постоянно вращается внутри второго контура. Режим: пар прошел турбину, стоит конденсатор, который превращает пар в воду, вода отправляется в теплообменник. Никакие высокие башни для этого не нужны. Мировой лидер вот этого направления – венгерская компания МВМ «Эги». Ей принадлежат, теперь патенты уже не принадлежат, достаточно давно было изобретено, но они первыми это начали. Они действительно специалисты мирового уровня, и об этом нам говорит опыт Узбекистана. В Узбекистане строится первая атомная электростанция. Венгерская компания уже была приглашена для консультации, чтобы они оценили, будет ли достаточно воды, не возникнет ли какая-то проблема, потому что в Узбекистане 40 градусов, уже не считается чем-то чрезвычайным, там это постоянно. Атомная электростанция на берегу озера, если постоянно забирать холодную воду, возвращать теплую, для экологии это действительно проблема. Тот вариант, который позволяет венгерский, вот этот вариант, это технология названа по имени венгерского инженера Хеллера.
Да, для Узбекистана предпочтительно. После тех консультаций, которые были, в Узбекистане Узатом склоняется к тому, что это необходимо. Но в Венгрии их никто не приглашает. Вопрос, разумеется, не к проектировщикам, а к госрегулятору. Госрегулятор должен ставить подпись, за которую он отвечает до конца эксплуатации атомной электростанции. Есть опыт Румынии, есть свой, только что появился. Но, тем не менее, атомную электростанцию ПАКШ-2 в составе 2 реакторов ВР-1200 тоже проектируют с прямым водоохлаждением. У меня по этому вопросу все. Что дальше у меня начинаются эмоции, я не понимаю. При этом, если говорить о венгерской компании, этой, она очень хорошо известна в России. Она обеспечила такую градирню для Билибинской атомной электростанции. Для целого ряда газовых электростанций, угольных электростанций. У них огромный опыт, великолепная компетенция, все оборудование необходимое они делают сами. Имея в регионе такую компанию с таким опытом, не использовать ее, не применять, продолжать рисковать тем, что летом атомная электростанция будет переходить на режим работы то потухнет, то погаснет. Я этого не понимаю. Просто. В России Ростехнадзор сейчас вроде бы отменили это решение. На всех российских атомных электростанциях градирни есть. Сейчас ограничили в том случае, если атомная электростанция на берегу моря, можно не проектировать градирню. Море не перегреешь. Если это внутренние водоемы, без вариантов должна быть градирня. По какой причине госрегуляторы в балканских странах идут на такой риск? Мне неизвестно, как будет выкручиваться эта ситуация. Труднее всех будет Венгрия. 25% постоянный импорт электроэнергии для того, чтобы держать баланс. И сейчас 50% собственной генерации вынуждены будут отключить минимум на месяц. Я не знаю, какие будут тарифы на электроэнергию, насколько всем будет хорошо. Будем смотреть. Со своей стороны, выражаю надежду, что все-таки одумаются, вспомнят о том, что не надо никуда бегать и искать, надо просто пригласить на консультацию специалистов из своей же компании, действительно за мировой известности. У меня все. То есть про политические какие-то последствия, которые могут возникнуть, наверное, не в этот раз. Молдавии отдельный привет. Вы решили, что прекращение транзита российского газа – это очень хорошо и очень здорово, в связи с чем выработка электроэнергии на молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, минимум минорум, едва-едва хватает на нужды только Приднестровья в свое время, когда украинский транзит был исправен, того, что генерировала молдавская ГРЭС, хватало для Приднестровья, для Молдавии и еще для куска Одесской области. Сейчас ничего этого нет. Я надеюсь, что никто не жалеет о своих замечательных решениях. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже поддерживает наш проект. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.